Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики канала Мой Доктор. В этом видео мы поговорим о кашле. Ведь длительный кашель вызывает у нас опасения по поводу рака легких, а также таких специфических инфекционных заболеваний, как туберкулез и коклюш. Также мы рассмотрим наиболее и наименее частые причины возникновения кашля и поговорим об алгоритме диагностики при кашле. Хронический кашель – это кашель, который продолжается более 8 недель. Кашель может вызываться механическим, химическим и термическими раздражителями, а также медиаторами воспаления. Медиатор воспаления, простыми словами, это такие внутренние эндогенные биологически активные вещества, которые принимают участие в воспалении и управляют им. Наиболее распространенные это лейкотриены, простагландины и гистамин. Кашель может происходить от разных органов. Кашлевые рецепторы есть в носу, ухе, пазухах, глотке, гортани, трахее, бронхах, плевре, перикарде, диафрагме, пищеводе и желудке. Но не в легочной ткани. Поэтому при пневмонии кашля может и не быть. Наиболее распространенными причинами кашля являются кашель после перенесенной инфекции, кашлевой синдром верхних дыхательных путей, о котором мы поговорим немножечко ниже, астма, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, применение ингибиторов АПФ – это препараты от давления, такие как энолаприл, лизинаприл, рамиприл, периндаприл, а также применение бета-блокаторов – атенолол, бисопролол, карвидилол у людей с бронхиальной астмой, хронические обструктивные заболевания легких и хронические бронхиты, эозинофильный бронхит, курение и другие раздражители. А у новорожденных наиболее частыми причинами кашля являются респираторные инфекции, бронхиальная астма, а также структурные аномалии. То есть это маляции, пищеводно-трахеальные свищи, стенозы. А у детей дошкольного и школьного возраста, помимо респираторных инфекций и бронхиальной астмы, наиболее частыми причинами кашля являются инородные тела. Синдром верхних дыхательных путей или синдром постназального затекания слизи возникает вследствие воспалительных процессов в носу, носоглотке и придаточных пазухах. Это синуситы, аллергический и неаллергический и вазомоторный риниты. Возникает непосредственно из-за раздражения слизью, а также воспалительной реакцией кашлевых рецепторов. Характерно отсутствие четких критериев диагностики. Симптомы ринита, стекание слизи по задней стенке глотки, першение в горле как могут быть, так могут и отсутствовать. Наименее распространенными причинами кашля являются бронхоэктатическая болезнь, опухоли легкого, рак легкого, хроническая легочная инфекция, включительно с туберкулезом, абсцесс легкого, асбестоз и силикоз, аспирация, сердечная недостаточность, плевральный выпад, психогенный кашель, раздражение гортани, а также интерстициальные заболевания, такие как аллергический альвеолит, идиопатический легочной фиброз и другие интерстициальные пневмонии. Среди людей, которые не курят, не принимают ингибиторы АПФ, а также имеют нормальную рентгенологическую картину легких, наиболее частыми причинами кашля, более 90% случаев, является синдром верхних дыхательных путей, бронхиальная астма и гастроэзофагально-рефлюксная болезнь. Среди пациентов с атопией это астма и аллергический ринит. Среди курящих пациентов это хронические обструктивные заболевания легких и хронические бронхиты, а также у людей старшего возраста рак легких. И профессиональный кашель часто связан с неспецифическими раздражителями, которые содержатся во вдыхаемом воздухе. Асбестоз, силикоз, антракоз, легкая фермера – это наличие аллергической реакции на грибки, которые размножаются в плохо просушенном сене. Возникновение профессиональной астмы, которая начинается с кашля, возможно в разных условиях. Когда пациент поддается влиянию химических агентов, растворителей, например, авторемонтные мастерские, промышленность по изготовлению пластика, клининговые компании, стоматологические кабинеты и различные лаборатории. Обследования для выявления причины кашля включают в себя подробный собор анамнеза, клинический анализ крови, клинический анализ мочи, анализ мокроты, рентгенография органов грудной клетки, пик-флуометрия и спирография. Такие исследования, как компьютерная и магнитно-резонансная томография, а также бронхоскопия, используются как дополнительные методы при высокоспециализированной помощи. Для пациентов с сухим и хроническим кашлем, отсутствием других симптомов
и нормальными результатами вышеприведенных исследований серьезная легочная патология не характерна. И наоборот, чрезмерное количество мокроты или примеси крови в ней, общие симптомы интоксикации, слабость, повышение температуры, кашель, одышка, а также патологические изменения во время клинических обследований повышают вероятность легочной патологии. Будьте здоровы, не болейте и не кашляйте. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик и пишите интересующие вас вопросы в комментариях.